Об обследуемом жалобы на головную боль. Обследование выявило эктопию миндалин-мозжечка, синдром пустого турецкого седла. Просьба обратить внимание на данное заключение, на область прозрачной перегородки, миндалин-мозжечка, гипофиза, гиппокампа, на наличие кистозно-объемных и очаговых образований и выявить, есть ли другие аномалии развития головного мозга, в том числе врожденные. В случае обнаружения, просьба указать размер и указать местонахождение на снимке, для просмотра в программе «Радиан». Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 2005 года рождения, дата исследования 5 октября 2023 года, область исследования головной мозг на серии аксиальных, корональных и сагитальных МР-томограмм получены изображения супратенториальных структур и ствола мозга, в Т1 и Т2 взвешенных изображениях, где выявлены следующие изменения: срединные структуры головного мозга не смещены, 3 и 4 желудочки мозга не расширены. Индекс Эванса 0,25. Боковые желудочки симметричны, не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла, супрасилярная цистерна пролоббирует в полость турецкого седла, расстояние до хиазмы 12 мм. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен, высота гипофиза 2 мм. Серия 5, сканы 119-110. Хиазмальная область без особенностей. Мастомо-сжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричный, однородной структуры. Цереброспинальный переход миндалины мозжечка, с обеих сторон, на 5 мм пролоббирует в затылочное отверстие. Данных за наличие онк и объемных образований головного мозга не получено. Слева, по верхнему контуру полушария мозжечка, визуализируется субарахноидальное включение размером 8 на 7 на 3 мм. Серия 3, скан 29. Придаточной пазухи носа, в зоне сканирования в правой гайморовой пазухе киста диаметром 7 мм. Серия 3, скан 37 субарахноидальной кисты на границе левой затылочной доли и левого полушария мозжечка. Признаки отека ячеек решетчатого лабиринта, серия 3, скан 32-28. Заключение МР: картина пустого турецкого седла, эктопия миндалин мозжечка, субарахноидальной кисты левого полушария головного мозга, кисты правой гайморовой пазухи, этмоидита. Рекомендована консультация невролога, лор-врача. 6 октября 2023 года к М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: добавить по сути нечего, есть минимальная эктопия миндалин мозжечка, которая особого значения не имеет, сформировано пустое турецкое седло, которое и может давать указанные боли. Также есть небольшая киста в правой гайморовой пазухе. И слева, в задних отделах полушария, субарахноидальная киста, которая также особого значения не имеет.